Привет всем хорошим людям, добро пожаловать на канал Custom Truck. Зилокран вами любимый. Сегодня мы продолжим его досовершенствовать и даже ремонтировать. Так, крестовинка, которую я варил, она уже разбилась, нужно что-то более мощное, либо просто это произошло из-за температурного режима. Поэтому тоже нужно устранять, еще много устранять нюансов, очень много, нужно с воздухом разбираться, утечки. Вот, поэтому самое главное, что хорошая погода, хорошее настроение и, соответственно, мы можем работать. Начнем мы с переварки пола. Пол у нас некрасивый, к соседям сбегал, взял кусочек металла там у них на мусорке и, я думаю, можно переварить. Огромная всем благодарность за поддержку на Бусти. Если есть желание поддержать нас, то ссылка будет в описании под видео. По подписке на Бусти вы будете получать периодическую информацию каждые 2-3 дня о том, что происходит у нас здесь в гараже. Всем желаю приятнейшего просмотра. Начинаем. Все, латочка готова. Сильно заморачиваться я здесь не хочу. Красиво, аккуратненько. Все будет четко. Следующий этап — это нам нужно закрепить вот этот щиток и сделать фиксатор кома. Решил я, что после сварки нашего пола нужно здесь его покрасить кисточкой, пройтись. Но вы сами помните, что здесь очень много бетона. Когда-то водитель крана, видимо, воровал все-таки цемент. И образовался здесь бетон, такой вот слой. Сейчас будем выдувать это все. Очень процедура грязная такая. Но ничего не поделаешь. Наведем порядочек, подкрасим зилка. И после этого мы сможем продолжить заниматься им. Пока что это выглядит так. А сейчас я сделаю волшебное движение. Оп! Дождь внес свои коррективы. Не могу я пока что красить пол на зилке. Чуть попозже это сделаем, когда высохнет. Ну а сейчас моя задача разобрать кузов на КамАЗе, потому что нужно понимать, какие доски нам нужны. Поэтому специфическая здесь система разборки. Я раньше не видел, не обращал на это внимания, но сейчас заметил. Вот такие уши. Вот их можно либо вниз, либо вверх. На этих ушах держатся специфические такие тоже вот щиты, которые у нас здесь расположены вот по правой стороне 4 и по левой стороне 4. То есть фактически, выбив вот эти вот замки, можно вынимать кузов. Вот второй выбит замок и этот. То есть вот эту часть можно сейчас вынуть. Вот примерно так. Наверное, вот эту еще можно вынуть. Да. Я Джеки Чаном снимался в фильме 20 лет, так что для меня это не проблема. Вот, ну и осталось здесь, но здесь нужно расцепиться, потому что эти я не выну. Ну и нижние тоже. Сейчас все вынем, соберем в сторонку и сразу спалим, потому что все эти доски гнилые. И, конечно же, толку от них никакого. Смотрите, взял пилу, чтобы нам пилить кузов. И вот такой карданчик, чтобы переварить на кране. Пока погода нам позволяет, будем заниматься краном. Но вчера, когда шел дождь, я занимался КамАЗом. По КамАЗу загрунтовал вот эту часть, зашпатлевал. Все красиво, аккуратно. Единственное, у нас нету здесь отверстия. Вот. Ну, возможно, будет чуть-чуть корявенько. Посмотрим потом. Ну и эту часть тоже кабины загрунтовал. Все там, здесь. Немножко корявенько выглядит. Чуть-чуть я расстроился, как бы, потому что, ну, видны вот эти все швы. Но, в принципе, я думаю, для КамАЗа это нормально. Вот, тем более, там у нас будет стоять вообще запаска. Но
я всегда говорил, что делаешь для себя, не для кого-то, что типа там не увидишь. Но ты сам будешь смотреть на это, и вот глаз тогда не радуется. Но неважно, неважно. В любом случае КамАЗ будет выглядеть суперски. Нам нужно будет еще снять вот эту часть тоже, я думаю, трубу. Ее тоже нужно будет зачищать, грунтовать. Ну, а здесь, в принципе, все готово, красиво. Так. Передние вот эти вот клыки я снял. Там они лежат, они открутились. Единственное, вот здесь возник нюанс. Здесь не хватает вот такой вот штуки. Вот, ну ее мы найдем, я думаю, не так и изготовим. Это не большая проблема. Здесь тоже загрунтовал. Все по красоте. Ну что ж. КамАЗик тоже потихоньку продвигается. Когда дождь, я копошусь с КамАЗом. Когда хорошая погода, я делаю Зилокран. Кстати, о птичках. Вот у меня из деталей, которая ненужная, как раз таки вон есть такой крепеж. Я сразу вспомнил, что у меня висят здесь. И вот есть он. Уже повезло. Еще один нюанс. Вот так принесу сварку. Дождь идет, сварку нужно уносить, потому что она намокнет. То есть есть нюансы тоже. Сейчас размотаю удлинитель. Дождь пойдет, удлинитель нужно смотать обязательно, потому что он тоже намокнет, может шандарахнуть. Вот, поэтому еще сегодня у нас задание это вот эти ящики снять. Потому что с этими ящиками почему-то не снимаются вот эти щиты. Я не знаю, где-то они закреплены, хотя видно, что закреплены именно ящики к раме вот к этой. Ну, надо их тоже снять, потому что с ними никак. И подлезть невозможно. Они прокручиваются вот здесь, а там доски. И доски не можем снять, чтобы, ну, в общем, газом срежу их, эти болтики, и там потом будет видно. Все, отпилил я карданчик, сейчас будет попытка приварки номер 2. Ну, как вы поняли, вот эту часть нам нужно сюда сейчас вварить новую. Приварил карданчик. Вот смотрите, в этой конструкции я уже буду точно уверен. Также еще вчера выдул весь мусор отсюда, всю грязь. Но дождь пошел, опять чуть-чуть намыло. Здесь нету ощущения, что я что-то убирал. Но тем не менее, я здесь много вчера пыли выдул отсюда. Очень много пыли, грязи. Здесь все было в мху, если помните. Но теперь вот все аккуратненько выглядит. Потом вырежем сюда коврик, и будет вообще красота. Пока у нас на месте сварка, решил я сделать вот такой фиксатор для нашего кома. То есть он будет откидываться вот здесь и не будет выскакивать. Здесь, вот в этой части, приварю еще захват, который будет держать наш ком в нейтральном положении, чтобы тоже он не включился случайно. Ну, такая вот система, такая же сделана на шишиге конструкция примерно, и работает очень четко. Так что привариваем сейчас эту, и здесь сделаем такой вот зубозахват. Примерно вот так это будет выглядеть. В эту сторону будет упираться рычаг, а эта сторона будет выполнять функцию фиксации от самовключения. Ну вот такой механизм у нас вышел. И вы знаете, нам повезло. А повезло почему? Потому что вот... проволока закончилась на последней вот этой вот электрозаклепке. Прям вообще. Так что на сегодня сварочные работы закончены. Тем более вот накапывает дождик. Я думаю, нам нужно сейчас закрыть двери, пока там не намочило нам пол. Вот, и покрасить пол, как я хотел изначально вчера сделать. Пока здесь все сухое, красочка стоит. Вот, подкрасим пол, чтобы он выглядел аккуратненько. Нам нужно ослабить вот эти крюки, чтобы мы могли снять щиты. Поэтому сейчас запустим мотор. Он у нас запускается, даже не надо в машину заползать. Сделали глушилку, даже сделаем на повышенные обороты, машина холодная. И просто на ключ. Это же прелесть. Ой, ком у нас даже включен. Сейчас мы без воздуха заползем и опустим. Нам нужно опустить сам крюк. Для этого просто активируем. Ну и посмотрим, куда это вниз у нас. Это вверх. Значит, реверс. И опускаем вниз.
все, задача выполнена. Кран все справляется без каких-либо вопросов. Сейчас мы можем уже безопасно работать под кузовом. Что я хочу сделать? Во-первых, нам нужно снять 2 ящика, снять эти щиты и все здесь отмыть керхером, помыть, чтобы все было красиво и аккуратно. Это что касается кузова. По зилокрану красим пол. И именно с пола мы начнем. Пока краска высохнет, мы будем заниматься кузовком. Принимайте работу, друзья. Вот такая красота. Сидухи, правда, не очень, но, может быть, мы тут немножко подошьем. Ну, что-нибудь придумаем. Вот, ну а так пол вообще сразу преобразился, зилок, все аккуратненько, красиво. Кабину мы будем красить цвет ближе к оригинальному, вот к такому. Надеюсь, получится у нас найти такую краску. Ну, скажем так, максимально близко к этому цвету мы будем красить. Здесь я попробовал красить вот такой синей яркой краской. Ну, тоже можно, но, наверное, все-таки мы чуть побольше потратим денежек, но ЗИЛ будет ближе к оригинальному цвету. Вот, но это уже чуть позже. Вообще ничего не откручивалось, но погрел, все открутилось. Сейчас, в принципе, можно вынимать его. Он уже не сидит там. Вот, и вот этот брусок нам тоже нужно заменить. Остальные здесь все в хорошем состоянии. Вот. Только чисто вот этот кусочек в задней части был сгнивший. Вот столько дров я напилил 2 батарейками, там плюс еще горят. Ну, то есть, как бы здесь оценить сложно, но 6,5 щитов я порезал. Вот, ну и плюс это все, знаете, доски. Все это по 5 раз режешь, потому что они то клинят, то не клинят. Ой, плохо резать. А еще советское это дерево. Иногда попадается такое промасленное, что прям, ну вот такое, например. Вообще туго идет. Ну, одним словом, навожу порядок. Сейчас сразу это все попилим, чтобы нам уже к этой проблеме не возвращаться. У нас резко стало жарко, что я вынужденно разделся. Догорают остатки наших дров с той целью, чтобы достать весь металл из них. Ну, а сейчас хочу попробовать подровнять вот этот борт. Вот так он стал выглядеть. Эту мелочевку мы подварим. Это не проблема. Главное, что плоскость уже есть. Еще чуть-чуть постукаем, и уже будет лучше.
Так, сейчас нам нужно эти дрова перенести туда, к офису. И я подумал, вот зачем нам носить, так, если у нас есть погрузчик. Мы сейчас можем закинуть ковш и перевезти. Так и сделаем. Открывается, кстати, у нас дверь, плохо держит замок. Нужно переделывать. А еще мне не нравится педаль газа. Работает нечетко, тоже нужно делать. Так, не прыгай. Ну как, заложим с первого раза? Я еще пока не чувствую его. Надеюсь, заложим. У нас здесь еще ворота открылись. Блин, но он верткой просто, ну, поражает. Насколько верткий этот погрузчик. Вот столько дров, почти ковш, блин. И баллон тоже закинул, чтобы мне его не таскать вручную. Лестница пусть здесь побудет. Так хорошо после жаркого дня вот так освежиться, когда моешь что-то. Вообще супер. Кузов буду сейчас домывать, потом вам уже покажу конечный результат. Ну что, друзья, товарищи, посмотрите, кузовок-то в принципе неплохой. Я думал, все будет гораздо хуже, но на самом деле вот все отмыл от грязи, нормально. Ржавчина основная у нас идет только вот по этим боковым, видите? И чуть-чуть низы бортов, вот именно этих. Здесь низы бортов вроде бы нормальные, но здесь плохо видно, но вроде нормальные. То есть фактически нам нужно обработать нижнюю часть, здесь ее покрасить, потом положить доски и покрасить внутреннюю часть. Ну, все так звучит красиво, но как на самом деле это будет выглядеть, пока я не знаю. Но искренне надеюсь, что у нас получится хороший кузов. Серьезно. Заднюю часть, видите, подровнял, уже лучше. Потом мы со сварочкой пройдем, все посмотрим, где какие фиксаторы, все это подправим. И кузов будет красавчик. Но это не точно. Приехали за КамАЗом. Сейчас забирают КамАЗ, который у нас стоит уже очень давно. Сейчас покажу на чем. Вот на таком зилке забирают. Сейчас его потянут. Красавец, зилок выкрашенный. Ух, аппарат. Все, зацепился КамАЗик, сейчас поедет. Ну что ж, КамАЗ уехал. Хочу убрать Магирус, поставить его на задний двор, туда чуть подальше, на место КамАЗа, чтобы здесь он нам не мешал. Еще хочу потом снять с него кунг. Вот, но это чуть попозже, потому что эта ситуация вот такая некрасивая, мне вообще не нравится. Также его нужно помыть, и нужно будет со временем тоже им заняться. Вообще, признаюсь вам честно, мне нравится его четкость. У этой машины присутствует четкость при запуске. Вообще, вот в целом мне нравится. Мы газку. Так, попытка номер 2. Все. Просто до ключа и все работает. Воздух немножко даже был у нас, видите. Ну, сейчас он как раз накачает потихоньку. Когда мы здесь делаем шумку, то все будет четко и классно.
Очередная проблема, которую нам нужно устранить, это ресивер. Он у нас дырявый, и его нужно заменить. Сейчас я попытаюсь это сделать. Я уже подготовил ресивер. Сейчас покажу вам. Вот такой ресивер у меня валялся в закромах. Большой выход я заглушил. Они немножко отличаются. Этот ресивер от того, который у нас стоит. Поэтому пришлось заварить здесь. Это у нас был выход все равно на электрическую аварийную лампу. Вот, она нам не нужна. Поэтому можно здесь смело работать. Опа. Так. Опа, отлично. А здесь, как обычно, вон земли сколько. Сейчас почистим обязательно. Все, ресивер зажал, эти хомуты перепаковал, все отлично, ресивер у нас готов. Еще вещь, которая меня гложет очень сильно, это наш редуктор. Вот болтанка в нем вот такая, видите? Это нехорошо. Вот. И я хочу все-таки снять кардан, и возможно нам повезет, там просто нужно поджать этот флянчик. Ну, вот такая, может, небольшая проблема. Снимаю кардан полностью, потому что открутил там от редуктора, и нету все равно доступа. Нужно убирать кардан, чтобы можно было хотя бы через это отверстие для кардана немного подлазить. Ну, а здесь, как обычно, все вкоревшее. Такое, что ужас просто. Еще мне не нравится, что вот в кране все узлы, вот видно, что не завод. То есть везде кто-то лазил. Болты стоят вот такие вот разные все. Так. Опа. Откручена гайка. Попробуем зажать гайку для начала. Конечно, тут вон болтанка. Ну, стрёмная тема. Ну, сейчас буду пробовать туда залазить как-то, каким-то образом. И пытаться что-то делать. Ну что, выволок я эту фигню. Парни, такая вот шестеренка там. Ну что радует, что шестерня целая. Вот это прям радует. Смазывается там все солидолом. Ну, в нашем случае водой. Но что здесь с подшипниками, пока не знаю. Возможно, нам просто нужно... Да, здесь подшипник... двойной какой-то, специфический. Возможно, здесь просто нужно взять и зажать эту морковку. Вот. Потому что подшипники целые. Вообще люфтов я никаких даже не наблюдаю. Я думаю, нужно помыть, правда, эту конструкцию. Здесь шариковые подшипники обычные. Есть, видите, болтанка в корпусе немного. О, это уже печаль. Это уже печаль. Но в любом случае нужно все мыть. Хорошие были перчатки. Бля. Ну и давайте я покажу, что там внутри. Внутри здесь вот такая конструкция. Вам там лучше видно. Я туда заглянуть, к сожалению, не могу. Вот так это выглядит. Блин. Ну, одним словом, нужно делать, но сделать реально. Полчаса пытался отмыть. Ну, так, с большего отмыл. Здесь, как обычно, тысячелетняя грязь. Что я вижу? Ну, корпус какой-то странный. То ли там что-то мешает ему, но он имеет форму, вот, ну, я не знаю, видно он на
камеру. Вот здесь меньше, а здесь больше. Вот. Это тоже нюансик, потому что, возможно, при установке у нас возникнет какой-то косяк с этим. Но не суть. Подшипники, по сути, внутри там не имеют болтанки. Но я хочу выбить, помыть их, потому что они там полностью в грязи. Вот. И все это выглядит не очень красиво. Сальника здесь никакого нету. Морковка просто... Ой. Морковка вставляется. Вот. Вот так крутится. Вот как она шумит, некрасиво. Ну, нужно это сделать. Надо помыть, да. Ну, отсюда флянчик вставляется. И, что самое главное, он имеет вот такую болтанку. Вот. Что меня не устраивает. Почему болтанка? Либо забыли поставить шайбу, потому что наш флянчик упирается вот сюда, в морковку в эту. Вот. Ну, здесь по шлицам есть болтанка, видите, но эту часть я уже вряд ли восстановлю, потому что в самом флянчике здесь идет вот такая выработка по шлицам. Может, этот флянчик откуда-нибудь нам и подойдет. Я, естественно, полажу по сусекам. Да, это газоновская разболтовка, видимо, ну, судя по кардану. Либо вот ураловская лебедка тоже, может быть, подойдет. Поэтому попробую выбить подшипники из корпуса, а там потом посмотрим, что будет и как. Разобрался я, ребятки. Значит, что выходит? У нас выходит, что здесь корпус, так, вот здесь он имеет упор, а здесь, когда разбился подшипник, его спилило вот этой шестерней. То есть шестерня вот так работала наперекос и спилила здесь корпус и спилила корпус под сальник. Вот. Здесь есть отливка под сальник, а здесь все спилено. Поэтому вот эти два корпуса нам нужно восстановить. Купить сальник сюда подходящего размера. Нужно восстановить вот этот корпус, чтобы подшипник... В чем проблема? Подшипник перекашивается. То есть здесь ему упора нету, и вот он, видите, как хочет стать. Вот. А он зажимается, подшипник, вот этой вот специальной муфтой, которая должна чуть-чуть выпирать вот здесь и зажиматься вот этим вот ответным флянчиком. Оп. Так что вот эту деталь нам нужно восстановить. Но прежде чем ее восстанавливать, нам нужно, естественно, купить два подшипника. Вот таких. Я даже, может быть, возьму их закрытые. Вот, два таких подшипника. Ну и все. Спешу передать привет нашим ребятам из Пакистана, которые нас подвигают на вот такие восстановления. Именно благодаря им не страшно нырять в это все. Поэтому им огромный лайк. Ну и, конечно же, привет от канала Custom Truck. Дальше мы займемся уже после выходных. Завтра приезжает юрист. И не знаю, чем мы будем заниматься. Поэтому увидимся за токарным станком. Или за сварочным. Продолжаем мы заниматься зилокраном. Я сейчас вам покажу. Наварил пакистанскую муфту. Юрист здесь нам подогнал вот такой насос. Он решил нас избавить от проблем со сливом топлива. Легендарным нашим сливом. Если кто не видел, естественно, вставочка. Айка забилась. Это катастрофа была, парни. Обязательно вставочку надо, обязательно. А почему ты смеешься? Вспоминаешь? Да. Вот такой пистолетик будет, он с литрами, будет считать, сколько литров сливаем и заливаем. Ну и сейчас вот монтируем все трубы. Правда, у нас нету патрубка, но надеемся, я смогу купить такой, и все будет четко. Так что пошли покажу. Наварил я на наш флянчик и, ну, посмотрим. Надеюсь, получится. Вот так вот, смотрите, наварил. Сейчас зажму в станок и попробуем протачивать. Смотрите, что я привез
Сегодня ездил в поселок Дубровна. Там на разборке как раз был кран. И я нашел 4 опоры нам для нашего зилокрана. Вот так они выглядят. 2 оригинальные, а 2 самодельные. Грязные, конечно же, без этого никак. А еще я привез 2 подшипника, сальник и карданные болты для того, чтобы собрать наш корпус приводной шестерни. Вот такие новости. Переодеваемся и начинаем работать. Ребят, вы не поверите, но порядка 20 минут я искал камеру. Не мог найти. А как выяснилось, я вот сюда повесил, чтобы вам что-то снимать. И вот так ручка провернулась, камера сюда вот легла. И я хожу вот здесь, ищу здесь. Искал, ходил в машину. Помню, что снимал. Ходил там, все обыскал. Не могу найти. Думаю, ладно, чуть-чуть поработаю, найду попозже. Чуть-чуть что-нибудь сделаю, найду. Чуть-чуть сделаю, найду. В итоге я изготовил уже весь корпус под наши подшипники. Вот. Здесь сделал и канавку тоже упорную. Ну, все, в общем, получилось. Пакистанские технологии меня спасли. Вы видели, много сварки было, но тем не менее. Сейчас моя задача сделать, компенсировать вот это вот расстояние. Вот, потому что это прижимная шайба, которая должна прижимать наши 2 подшипника в упорный буртик. У нас здесь порядка 2 миллиметров. Тоже нужно здесь сейчас наварить и на станке проточить. Это мы сделаем, это уже несложно сделать. Вот, подсальник корпус я тоже проточил, чугунный. Сейчас он, ну, тут нужно молоточком его забить. Вот, и фактически у нас, можно сказать, что все будет готово для установки морковки. Вот, ну, это прям хорошие новости, потому что работа такая, знаете, на которую отважиться тяжело, но... Ну вот я все сделал. Вот так это будет выглядеть, если вдруг не помните. Вот так вот. Чик. Вот. И все. Туда. Сальник сюда не обязателен, поскольку подшипники, которые я приобрел, они закрытые. То есть, ну, по сути, как бы не особо он здесь нужен. Но, коль уже я выточил, все проточил, я думаю, поставим, пусть стоит. Не так будет попадать грязь туда. Все, что нам осталось, это наварить вот этот корпус и на 2 миллиметра увеличить вот эту толщину. Совсем я забыл, что нам еще нужен флянчик. Вот, а здесь вот ураловский на лебедке прям, ну, по-моему, похож. Блин. Не такие шлицы. Столько мучился, блин. Сам кардан такой, а шлицы, к сожалению, не такие. Ну, бывает. Что поделаешь. Отлично, ровно 17. Это именно тот размер, который нам нужен. Как обычно. Все вышло четко. Как раз чуть-чуть здесь есть торчалочка. То, что нам надо. Сверху ставится наш флянчик с сальником. И все. Вот. Ну и сюда морковка. Кстати, всю эту конструкцию можно собрать даже. Собрать не получится, потому что нужно устанавливать мост. Да, по флянчику нам не повезло, к сожалению, такого нету, поэтому придется ставить старый, немножко с болтанкой. Но вариантов просто нету. Какой-то он специфический, видимо, свой, возможно, свой зиловский. Ну, или крановский. В общем, вот так это все должно выглядеть.
Установкой этой железяки мы займемся уже, друзья, в следующей серии. К сожалению, не успеваю. Еще много работы у нас по зилокрану. В следующих сериях нам нужно снять кунг с Магируса, наконец-то. Также нам нужно, конечно же, поменять резину на зилокране. Одним словом, работы еще очень много. Не успеваю я доснять серию, отправляюсь в гости к Polygon 98. Но сегодня воскресенье, вы смотрите это в воскресенье, и я, наверное, уже возвращаюсь назад домой. Вот, так что вот такие возможности есть у YouTube. Мы можем перемещаться в пространстве и во времени. Вот как-то так. Все, огромное вам спасибо, что были с нами. Вам я хочу пожелать только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Всем пока и увидимся уже скоро.